последние дни государственные агентства информируют граждан: у России, мол, появилось сверхоружие, которое всех уничтожит. Ядерный буревестник, подводный Посейдон, Сармат и прочее. А вчера в поздравлении с Днем народного единства важность всех этих изобретений отметил и Владимир Путин, торжественно наградив разработчиков. Сегодня поговорим про все эти путинские вундервафли. Обсудим, почему Путин так ими вдохновлен, что они из себя представляют и что будет, если ими все же бахнут. Превратится ли весь мир в труху? Перед тем, как начнем, напомню, мы постоянно собираем и проверяем способы по обходу блокировок в России. Ссылка на них в описании. Для начала давайте скажем вот о чем. Нет никаких сомнений, что Путину демонстрация все новых образцов супероружия очень нравится. Он прям удовольствие получает, весь светится. Это факт. Он делает это безо всяких видимых политических причин, а иногда даже себе во вред. Известно, что демонстрацию ракет на обращении к Федеральному собранию в 2018-м общество восприняло резко негативно. Эти ракеты делают не для пиара, их делают лично для Путина, и они ему нравятся. На то есть объективная причина. Она в самом устройстве таких режимов. Все большие диктаторские режимы в истории 20 века объединяет одна черта. В какой-то момент они полностью ломают у себя в стране законы и правила, написанные на бумаге. Конституция, уголовный кодекс, разделение властей, ограничения по срокам правления, риск конкурентных выборов, свобода СМИ – все это, оказывается, можно как-то переступить без всяких последствий. Оказывается, что нет таких правил, которые нельзя либо переписать под себя, либо и вовсе проигнорировать. Что можно стать источником абсолютной власти. Ведь никакая бумажка не схватит тебя за руку. Если бумажку никто не приходит защищать с оружием и не выкидывает тебя из кресла, то и хрен бы с ней с этой бумажкой. В момент, когда законы, написанные людьми, больше не работают, диктаторские режимы и их лихие вожди упираются в законы мироздания. Им становится тесно, когда что-то нельзя сделать не потому, что так говорит закон, который мы перепишем, а вот просто нельзя и все тут. Например, можно разрешить себе править вечно, но нельзя вечно жить. По фундаментальным биологическим законам, по механизму, заложенному в делении наших клеток. Мы даже не медузы туритопсис. Мы не можем превратиться обратно в полип и воскреснуть. Достижения медицины наших дней позволяют продлить жизнь и даже активную ее часть весьма значительно. Можно наиграть себе целые десятилетия. Но в разы от средней продолжительности жизни ты никуда не уйдешь. 100 с копейками лет – исключительный и редчайше достигаемый предел. А скорее уже в 80 диктатор с тебя сомнительный будет. Но плох тот диктатор от Сталина и Ким Ир Сена до Путина и Си Цзиньпиня, который не пытался эти законы обмануть и не экспериментировал с безумными практиками лженаучного бессмертия. Кто-то верил в переливание молодой крови, кто-то в пересадку органов. Сейчас в моде генная инженерия. Потому что, куда это годится-то? Какие-то вонючие теломеры, без роду и племени, будут мне указывать, сколько жить и править, что ли? Все, кто пытались до них, давно уже в тюрьме, в могиле или в эмиграции. А это что такое? В идеале, конечно, выпустить предостережение прокуратуры о недопустимости явки смерти к Путину ВВ. Но если так нельзя, значит, нужно в научно-технический прогресс вложить достаточное количество миллиардов. И все точно получится. Никакие законы природы не могут стоять на пути у воли большого лидера. То же касается войны. Война, как мы уже имели возможность убедиться, штука непредсказуемая. Она существует по своим законам и в самую последнюю очередь считается с интересами тех, кто ее развязал. Диктатора не слушается. А в мире диктатора такого быть не может. Как это так? Какие-то люди, кто им вообще разрешил, взяли оружие и стали сопротивляться. Все планы разрушили. Это просто безобразие какое-то. Принято же решение брать Киев. Откуда там вообще нарисовалась какая-то вторая сторона? В идеальном, опять же, мире условная Центральная избирательная комиссия находит ошибки в оформлении воинского устава Вооруженных сил Украины и не допускает их до войны. Мы же на выборах так делаем. Почему же тут так не прокатит? Мы когда-то решили, что полуграмотное пугало Беглов будет губернатором Петербурга. И он им стал. Мы сами пишем правила, по которым выигрываем. А если не выигрываем, то переписываем так, чтобы выиграть. А это что такое? Тут вдруг оказывается, что есть люди, которым плевать, что мы там себе задумали и что написали. Что не станет город Запорожье российским от того, что мы его в Конституцию внесли. Как так вообще? Госдума ж проголосовала, Совет одобрил, президент подписал.
Все подписи и печати стоят. Но оказывается, что так не работает. Оказывается, что для войны нужны солдаты, которые совсем не обязательно сумеют захватить столько, сколько ты себе напридумывал. Солдаты будут гибнуть, ведь есть вторая сторона, она сопротивляется. Ее не объявишь экстремистской организацией и воевать ей не запретишь. Примерно отсюда же берется вера воинственных диктаторов в супероружие. В свое время ею, так же как сейчас Путин, болел Гитлер. Потому что супероружие – это то, что вроде как позволит воевать без солдат, сломает законы войны. Это же мечта. Изобрести такую суперштуку, против которой не будет приема, про которую мы выпустим пресс-релиз. С ней, мол, вот этот город наш, и он хлобысь и реально наш. Эта суперштука сделает главное, к чему стремится диктатура. Уберет из войны конкуренцию и непредсказуемость. Постоянное хвастовство все небывалыми вооружениями – это симптом искренней веры, что в войну можно играть с читами, что нет у нее таких законов, которые заруинят твои наполеоновские планы. Теперь, когда мы разобрались, почему Путин так любит демонстрировать все новые чудо-ракеты, давайте посмотрим, что же он там все-таки такое показывает и работает ли оно. Вообще всем этим вундервафлям уже почти 8 лет. Впервые Путин заявил о них еще в 2018-м. И тогда их было не 3, а больше. Путин тогда показал прям целую презентацию в PowerPoint с красивыми мультиками, где ракеты летят тысячи километров, обходят абсолютно все системы ПВО и уничтожают некого потенциального противника, находящегося между Мексикой и Канадой. Железо никакое тогда не показали. Были только рендеры. Но зато какие! Реально применяют в войне сейчас только ракеты «Кинжал» и «Циркон». Ими бомбят украинские города. Но теперь вот вспомнили и про остальное. Ну, вспомним и мы. Начнем с «Буревестника». Это крылатая ракета на двигателе с ядерной установкой. Его преимущество в том, что топливо практически бесконечное, и ракета может не просто сколько угодно лететь, но еще и петлять и круги наворачивать. В общем, запутать оборону противника и нанести удар с неизвестного направления. Однако, с точки зрения самого удара, ничего нового нет. У России и так есть крылатые ракеты, на которые можно поставить ядерную боеголовку. Оказаться в пункте назначения ядерной ракеты как было плохо, так и остается. Зато очевидны минусы «Буревестника». Во-первых, банальная техническая сложность. Раньше такие штуки в планах были, но их еще никогда не строили. Во-вторых, радиоактивность выхлопа, если ее не исправили. Проблема даже не в заражении атмосферы. Если началась ядерная война, то на такой нюанс уже как-то пофиг. А в том, что радиацию легко обнаружить датчиками, а значит легко засечь и летящую ракету. В-третьих, есть сложность в обращении при запуске. В 2019-м на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с утечкой радиации. По одной из версий, это произошло как раз во время испытаний «Буревестника». Дальше «Посейдон». В государственных СМИ его называют неким безэкипажным подводным аппаратом, что на человеческий русский язык переводится как просто «торпеда». Тоже с ядерным реактором, поэтому может плыть долго и в разные стороны, совершать всякие маневры и даже подводные прыжки. Больше о ней особо ничего не известно. Зато слышно хорошо про третье оружие – «Сармат». Вот тут уже все типа серьезно. Это большая ядерная ракета. Ее, значит, можно и на Вашингтон запустить, и на Лондон, ну и по классике можно и по Воронежу бахнуть. Ракеты в разработке, там планируются всякие, значит, крутые для ракеты фишки. Например, полет длинным путем аж через Южный полюс. С той стороны у американцев нет ПВО, а значит, все цели будут обязательно поражены. О «Сармате» мы вообще слушаем уже довольно давно. Аж 2 года назад, в сентябре 23-го, глава Роскосмоса сообщил, мол, «Сарматы» уже на боевом дежурстве. То есть ракеты в шахтах. Цели вбиты, осталось только фитиль поджечь, ну или кнопку нажать. Но 2 дня назад Путин сказал, видимо случайно, что поставить на дежурство «Сармат» еще только предстоит. Ну, что поделать. Сроки сдвигаются, жизнь вносит свои коррективы. Но, как бы там ни было, со всеми этими навороченными царь-бомбами есть большой такой нюанс. Они не имеют военного значения. В случае ядерной войны уже 100 лет в обед существуют межконтинентальные баллистические ракеты, которые и так отлично сработают, ведь никто пока не научился им противостоять. Какая-то система защиты от таких ракет у американцев есть. Но они и сами признают, что сработает она лишь при усердных молитвах и правильной фазе Луны. Неважно, запустит Россия сотни «Сарматов» или сотни старых советских ядерных ракет. Защититься от этого США все равно не смогут, а Россия не сможет защититься от ответного удара. То же самое и с «Буревестником», и с «Посейдоном». Ядерные реакторы в «Буревестнике» и «Посейдоне» — это просто двигатели, как и у других ракет и торпед.
Самих по себе ядерных реакторов бояться не стоит. В мире работают десятки атомных электростанций, в том числе и в России. Да, случался Чернобыль, но там корень проблемы был в том, что коммунисты не умеют воду кипятить. Остальные как-то справляются. Ужас ядерного оружия не в двигателе сзади, а в боеголовке спереди. Но ставить ядерные бомбы на крылатые ракеты и торпеды умеют уже десятилетия. Применить ядерное оружие уже означает, что все пошло сильно не по плану. И неважно, запустил ты бомбу на буревестнике с ядерным двигателем или привез на Ладе Калине. Смысл всех этих оружий судного дня, конечно, чисто политический. Это пугалки. Основной их эффект в том, что люди боятся ядерного оружия, вообще всего ядерного. Страх этот понятен. Мы все хотели бы избежать гибели в атомном пламени. Но когда речь идет о модернизации и без того гарантированного смертоубийственного оружия, на практике, как я уже сказал, не меняется абсолютно ничего. Просто появляется новый повод грозно повращать глазами, чтобы все боялись. Про Посейдон говорили, что если им ударить, то вся Британия погрузится под воду от цунами. Сейчас вот Дмитрий Медведев в Твиттере сообщил, что если бахнуть им по Бельгии, не будет никакой Бельгии. По улицам городов России ездит знаменитый Сармат-мобиль с надписью «На Вашингтон». Путин рассказывает о буревестнике раненым российским солдатам, как будто от этих светлых слов у них сейчас что-нибудь исправится после их ранения. Все это просто пиар и способ припугнуть всех подряд. Украинцев, американцев, зарубежных политиков, да и нас с вами в конце концов. Волк купил 50-й комбайн и сообщает Зайцу, что теперь ему точно крышка. Только погоди. Но ядерная угроза как была, так и оставалась. Новые игрушки хуже не сделали. Идея чудо-оружия, которое все изменит, совсем не нова. Не зря существует слово «вундерваффе». Само слово немецкое дословно переводится как «чудо-оружие». Так Третий Рейх называл проекты вооружений, которые должны были типа перевернуть ход войны и привести нацистов к сокрушительной победе. Дело, если что, было уже к концу войны, когда Германию уже немножко поджимали войска СССР с одной стороны и западные союзники с другой. До хоть какого-то практического применения дошли только Фау-1, первая в истории крылатая ракета, и Фау-2, первая достигшая космоса баллистическая ракета. Особо на ход войны эти ракеты не повлияли. Удалось только побомбить мирных жителей Лондона без какой-либо военной пользы. После победы над Германией разработки чудо-оружия вместе с учеными позабирали себе США и Советский Союз. В СССР что-то там поизучали и пошли дальше свои ракеты строить под руководством Сергея Королева. А вот американцы своего первого астронавта Алана Шепарда запустили в космос как раз на ракете наследница Фау-2. Потом, правда, быстро тоже перешли на полноценные отечественные технологии, потому что особого чуда в чудо-оружии не было. Концепцию ракетных двигателей все понимали еще до войны. На воде своего рода чудо-оружия в начале 20 века считались линкоры. Самые крупные и самые тяжелые военные корабли с самыми мощными пушками. Однако уже во время Второй мировой оказалось, что пользы от них не так много, и что денег своих они не стоят. В итоге еще во время войны и уже точно после нее крупные военно-морские силы отказались от кораблей-гигантов и перешли на строительство авианосцев. Так чудо-оружием в океане в итоге оказались вообще самолеты. Ну и еще попытка создать прорывное оружие была у американцев при президенте Рейгане во время Холодной войны. Это был проект системы обороны от ядерных межконтинентальных ракет, которые прозвали «Звездными войнами». Про этот проект у нас есть отдельное видео, но для сегодняшней темы важно понимать одно – ничего не вышло. «Звездные войны» так и остались уделом киноиндустрии. Про чудо-оружие много говорят и в течение нынешней войны России с Украиной. С российской стороны это уже упомянутые кинжалы и цирконы, которые использовали против Украины, и по целям они, к сожалению, попадали. Пиарили их активно, как по телевидению, так и в среде всяческих Z-блогеров, которые любят писать, что запущен кинжал, Зеленскому конец, победа. Но победы все нет и нет. Россия увязла в степях Донецкой области, фронт застыл. Кинжалы вообще в итоге смогли сбивать из американских ПВО «Патриот». Ну и еще, конечно, был «Орешник», система баллистических ракет, которые всех пугали, а воспользовались ровно один раз, вероятно, потому что много их и нет. Еще из чудо-машин можно вспомнить российский танк Т-14 «Армата», который разрабатывается уже много лет и регулярно ездит на парадах 9 мая. «Армата» до фронта в итоге вообще не добралась и нигде не воевала, только поснималась для телеканала «Звезда» где-то на полигоне, пока российская армия продолжает воевать еще советскими Т-72. Верой в чудо-оружие страдают и сторонники Украины. В прошлые годы ходили разговоры, что такое-то новое оружие обязательно все поменяет. Химарсы, которые в свое время действительно многое поменяли.
ракеты Storm Shadow, истребители F-16. Все это должно было радикально повлиять на ход войны. Кое-что и влияло в свое время, но потом находились ответы. Недавно вот Пентагон одобрил передачу Украине ракет «Томагавк», самых навороченных крылатых ракет. Они, правда, еще ждут подписи Трампа, который говорит, что ничего подписывать не будет. Все это оружие Украине в итоге дают или дадут, и ракеты долетают куда нужно. Однако никакого перелома не происходит. На движение фронта влияют старые обычные вооружения, новые беспилотники и обычные солдаты. Они как определяли, так и определяют ход войны без какого-либо гламура и архивысоких технологий. Но все-таки есть, как обычно, и исключение из правил о бессмысленности чудо-оружия. Это, конечно, сама атомная бомба. К моменту ее успешного испытания Вторая мировая уже близилась к концу. Германия была побеждена, но оставалась Япония, которая сдаваться не планировала. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки убили огромное количество людей, но Япония сдалась, и не пришлось устраивать невероятно сложное вторжение на острова, в процессе которого погибли бы сотен тысяч японцев и солдат-союзников. Однако волшебной палочкой, которая всех победит, ядерное оружие не стало. Просто потому, что его очень быстро скопировали другие страны. Так уж работает концепция супероружия. Если у оппонента есть вундервафля, каждая страна захочет такую и себе, что несколько сократит ее эффективность. Ровно поэтому Америка с первыми ядерными бомбами так и не захватила весь мир, и СССР со вторыми ядерными бомбами тоже этого не сделал. Пришлось просто высиживать в состоянии холодной войны, потому что этими бомбами никуда особо не постреляешь. Итак, мы пришли к выводу, что бояться путинских чудо-ракет и волшебных торпед не стоит. Это все пиар-проекты, которые уже много лет строили и, наконец, достроили. Непонятно, правда, зачем. Но это совсем не значит, что бояться не нужно вообще ничего. Война все еще идет, и на ее окончание пока нет даже намека. Дональд Трамп попытался заключить сделку, встретился с Путиным на Аляске, послушал его рассказы про половцев и в легком шоке усвистал обратно домой. Поэтому опасаться стоит не абстрактной вундервафли, а того, что может помочь Путину победить. Войны выигрываются промышленностью. Как я уже сказал, единственное реально сработавшее чудо-оружие, ядерная бомба, помогло Соединенным Штатам закончить войну, но не вести ее целиком. Вести ее помогала развернутая буквально за год-два огромная военная индустрия. Америка клепала танки, корабли, самолеты в таких количествах, которые немцам и японцам и не снились. Союзники тоже не отставали, особенно СССР. То же самое происходит и в войне с Украиной. Помогает не то, что самое навороченное, а то, чего много. Танки «Абрамс» — это, конечно, круто, но их дали 30 штук, поэтому смысла мало. А вот гаубиц М777 дали дофига, поэтому смысл и польза есть. Так же и у России. И поэтому бояться надо не страшилок Путина о буревестниках, а новостей о том, что военная индустрия России раскачалась еще больше и выпускает в разы больше танков, БТРов и снарядов, а также нарастила набор новых солдат. Мобилизация в России была действительно опасным моментом не только для россиян, которых паковали на фронт, но и для Украины. Просто потому, что приток новых бойцов на фронт – это реальная опасность, в отличие от полумифических самолетов Су-57 и секретных орешников. Бояться же ядерной войны вполне рационально, но вероятность ее увеличивается не от того, какие новые гаджеты показали по телевизору, а от того, что происходит на самой войне. Возможность бахнуть со всей дури у Путина была, есть и будет. Поэтому совершенно не имеет значения, какими пиар-проектами нас пытаются запугать. Имеет значение, что буревестник, Посейдон, Сармат и прочее – это не новое ужасное оружие. Это старое ужасное оружие в новой обертке. И рассказывают о нем лишь для того, чтобы всех напрячь. В целом же мы считаем, что к такого рода демонстрациям нужно относиться спокойно. Путин проводит их для себя любимого. Для себя, повторяет, аналогов нет, имея в виду, что с новой суперштукой война станет мероприятием типа выборов, где мы побеждаем не потому, что каким-то избирателям нравимся, а потому, что у Росгвардии дубинки есть, а у оппозиции аналогов нет. Это мероприятие лично для Путина, и миллиарды на все эти изобретения тратятся только чтобы Путина развлекать. К реальному применению ядерного оружия мы при этом не становимся ни ближе, ни дальше. Может ли Путин применить ядерное оружие? Может. С 1 января 2000 года, когда получил от Ельцина ядерный чемоданчик. Советского арсенала с большим запасом достаточно, чтобы прекратить существование человечества как вида. Против этого лома нет приема. И лом этот не нуждается в апгрейде. Он – само совершенство. А прочие средства идут чисто для развлечения старика. До завтра.